Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас пришли на огород, где растут томаты, которые мы с вами пикировали в парник и затем высаживали в открытый грунт. Сейчас они начинают уже зреть, вот в таком они состоянии. Я хочу показать вам сорта, которые я выращиваю. На данный момент это немного сортов, но за несколько лет своего огородничества я просто выбрала те, которые меня больше устраивают, которые больше подходят для салатов или для консервирования. Сейчас мы находимся на рядочке, в котором высажены помидоры, которые называются Пито 86. Ну, это довольно раннеспелый урожай помидоров, снимается через 100-110 дней. Растение невысокое, до 70 сантиметров, плоды сливовидной формы, немножко округлые, масса где-то 100 грамм. Они очень плотные, хорошо выдерживают транспортировку и очень долго могут лежать. Очень удобно консервировать, так как они не сильно крупные, созревают раньше, чем другие сорта, которые имеются у меня. Это грядка с томатами, которая называется нужный размер. Но так я назвала, потому что они очень крупные, их всегда много на кустике. Этот помидор мне когда-то дала моя соседка, но название она не знает, поэтому я так назвала его нужный размер. Очень хороший салатный сорт, сладкий, такой красно-оранжевого цвета, очень приятный. Сладости, немножко кислинки, всегда урожайный и довольно-таки ранний. Несмотря на то, что мы обрабатывали помидоры, фитофтора делает свое дело. После 3 обработок листья помидоров все равно остаются пораженными. Год очень сложный, и высаживались помидоры. После этого были низкие перепады температур. И в этом году, конечно, все как-то проблематично по сравнению с другими годами, но тем не менее, вот помидоры у нас есть. Этот сорт томатов называется Де Барао Гигант. По сравнению просто Де Барао томаты, они крупнее, более плотная консистенция мякоти. Когда созревают, они очень легко отрываются от плодоножки. Хорошие очень в консервировании, вкусные, сладкие. Я всегда высаживаю эти томаты, они мне очень нравятся. Но перезревать не нужно им давать, так как они могут растрескиваться, быстро становятся мягкими. Очень сладкие, очень вкусные томаты. Этот томат называется сахарный гигант. Просто замечательный. Это самый любимый сорт помидоров, который я выращиваю вот уже 3 года. Мне кажется, что его нужно сажать всем, потому что он настолько классный, он настолько вкусный, он такой прекрасный в консервировании, просто усыпан, весь усыпан плодами этот томат. Он довольно-таки высокорослый по созреванию. Средний срок созревания, но плоды просто увешаны плодами. Все кустики, посмотрите, какая прекрасная зависть. Посмотрите, сколько томатов завязалось на каждом кустике. Очень массивные кусты,
листья плотные, темно-зеленые. Вот красавцы какие. Вот начинают уже созревать. Вот такие они малинового цвета, очень вкусные, сладкие. Этот сорт Дебарао розовый, довольно-таки высокорослый, достигает до 2 метров. В этом году у нас они не очень высокие, но тем не менее плодов завязалось много. Стабильный урожай у этого сорта томатов, очень хорош в консервировании, вкусный, сладкий, очень красивые розовые плоды, когда созревают. Этот сорт довольно-таки устойчив к фитофторе. Несмотря на то, что мы обрабатывали 3 раза в этом году, но тем не менее фитофтора делает свое дело. Много листиков уже пораженных, и поэтому, конечно, переживаем за то, как у нас созреет и сохранится урожай. Дорогие друзья, благодарю всех за внимание, всем хорошей погоды и отличных урожаев.